Всем доброго утра. Всем доброго утра. Заходите. Не стесняйтесь. Сейчас я буду сообщать вам печальную новость. Очень плохую для всех ютубовцев. Заходим, не стесняемся, ставим лайки и все дела. Ну, как-то так. Пишем. Мне некогда долго сидеть. Ненадолго я зашла. Только сообщите все. Не будете писать, ничего не узнаете, я уйду и все, не попрощавшись. Ну, некогда мне сидеть тут, ляс точить, ждать, когда вы тут насмотритесь на мою красоту. Чат не работает, что ли? Не пойму ничего. У меня вообще ничего не работает. Привет. Доброе утро, Татьяна. Короче, дело следующего. У меня не работает с ноутбука вообще YouTube. Сегодня третий день. Вот. Вообще, от слова совсем, у меня не грузится YouTube на ноутбуке. Поэтому я не могу загружать видео в YouTube. Я обычно работаю с ноутбука. Все, YouTube у меня на ноутбуке перестал работать. Понимаете, в чем дело? Конечно, я очень в дикой печали. То, что я в дикой печали, это ничего не сказать. А вот. Если я делала еще какие-то попытки позавчера, звонила в Ростелеком, у меня медленно работал, короче, этот трафик интернета. Все проверили 2 раза. 2 раза. Я думала, что будет работать. Ну, думала, ладно, сутки, да, сутки. Обычно, если я с Ютуба заходила, зависал Ютуб, но какое-то время, через какое-то время, там, ну, минут 5-2, да, я заходила на Ютуб. Теперь я не могу с ноутбука вообще зайти на YouTube. Вот так вот пишет, нет подключения к интернету. Это всегда. Все. Как бы я ни обновляла, хоть я переобновлюсь, что бы я ни делала, все. YouTube для меня закрыт. Понимаете? Я, конечно, и в печали как блогер, это в первую очередь, но и в печали как зритель, потому что не только вы, я тоже смотрела и фильмы, и всю информацию смотрела, и блогеров, и не блогеров, и, короче, YouTube. Это самая моя любимая платформа. С телефона у меня не грузится, на телефоне, на айфоне. С айфона у меня, конечно, через эти 3 буквы я включаю, чтобы включить прямой эфир с вами, об этом сообщить. Я могу загружать шорсы, да. Могу вести прямой эфир, могу загружать шорсы. Все. На этом песенка спета. Не знаю, как долго это у меня вот это вот будет происходить. Я, конечно, ищу выход из положения. Я не знаю, что делать. Я искала сервера, потом вот эти вот программы специальные, чтобы обойти, да. Но я не могу доверить
Я бы заплатила бы там ежемесячно или там раз в полгода, я не знаю, как это все подключается, но я не могу доверить свои данные карты. Понятно, Наталья. Там пишут, вот заплатить, надо заплатить что-то 10 рублей, например. Там, ну, есть какой-то сервер дяди Ваня, например, да. Я и так скачивала, позавчера, короче, скачивала, что-то скачивала, потом я все удалила. Скачиваешь один файл, скачиваешь, приходит 3-4 файла. Вообще какие-то программы, которые мне не нужны. Я, конечно же, боюсь, что вирус могу запустить, да. Вот, ну, я делала попытки. Потом там, вот, например, дядя Ваня, есть какой-то сервер. Туда, значит, есть пробное, да. Ну, думаю, попробуй, там 7 дней бесплатно, а потом надо платить 299 рублей, что ли. Я не помню сейчас цены. Я столько всего этого насмотрелась. Но прежде чем перед пробной перед пробной версией нужно забить свои данные карты туда. Вы понимаете? Доброе утро всем. Вот это меня вообще напрягает. А, 10 рублей, мол, сейчас вы переведете к нам, да, ради проверки. Значит, вы должны забить, я сейчас вам объясняю, да, данные карты, а, туда привести вот эту вот на пробную версию 10 рублей, и они типа вернутся назад, ну типа, чтобы они уже знали мои данные карты. Что это за дядя Ваня? Это я просто пример привожу. Там есть дядя Ваня, если вы откроете вот этот вот поисковик, да, и там еще другие, я их не знаю. Куда я буду вводить свою карту? А не останусь ли я вообще без денег, если я веду данные карты? Меня это очень сильно настораживает и пугает. Ладно, если это правда, да? Привет, Наташа. Ладно, если это правда, я переведу 10 рублей, да? Бог с ним. И как бы это, потом я еще заплачу. Ну, потом, когда пробная версия пройдет. Будет у меня работать. И никто меня не обманет. А если обманут? Я так этого боюсь. Я столько излепестала вот этого всего. Все, я ничего не могу сделать. Я, конечно, я просто в дикой печали. Я в бешенстве. Вот понимаете? Мне очень не хватает Ютуба. Ну, вообще, по работе мне не хватает, конечно же, естественно, я теряю доход. Вот. И в свободное отдел времени я всегда пользовалась Ютубом. Я не только себя смотрела, я же и людей смотрела, и фильмы все смотрела. Вчера лазила на этом Рутубе, девочки, ну, конечно, я веду там канал. Там также выходят мои эти влоги. Загружаю каждый день по 2 влога. Если кто из России, кто меня хочет смотреть, я предлагаю подписаться на Рутуб. На Дзен Премиум это само собой, я уж не буду озвучивать. Кто захочет на Дзен Премиум, если хочет в день смотреть. Например, в Рутубе мне вчера написали, я говорю, 5 июля, что ли, я сказала, какое же число, 12 июня, что ли. А мне там пишет комментаторша, а сегодня 5 июля, типа, да. Ну, это для зрителя 5 июля или меня 5 июля, но у меня же видео не выходит ни на Ютубе в день, ни на Рутубе. Я уже давным-давно это все озвучивала. Доброе утро. Вот. У меня в день выходит на Дзен Премиум. Ну, естественно, люди из-за границы туда подписаться не могут. На Рутуб подписаться люди из-за границы не могут. У меня же тоже очень много как бы подписчиков, поклонников, моих зрителей, которые смотрят меня из-за границы. Вот. Конечно же, я очень расстроенная. Понимаете, да? Люди же ждут видео. А Россия, да, может смотреть меня на Рутубе. Спасибо, Валентина. Но это одно. Но есть же люди, я говорю, вот прям вот плакать хочу, понимаете? Как вам сказать? Даже дело вот, ну, в доходах это само собой, да. Плакать хочу не из-за этого. Просто зритель мой привык ко мне, я привыкла к своему зрителю.
которые давно меня смотрят, или новенькие там подписываются, тоже меня смотрят, да, им нравится мой канал. Привет, Вероничка. Вот. В первую очередь, я вот плакать хочу из-за этой причины. Ну, а все остальное, само собой, разумеется. Не знаю. Интернет работает вообще, загружает. Я уже с этим с Ростелекомом разговаривала. Один оператор, значит, сначала девушка была, а потом парень молодой. Он по удаленке зашел в мой компьютер. Это со второго раза, да? По удаленке там через программу какую-то специальную подключил, проверил все. Вот. Ну, говорит, все нормально. А трафик падает и до 19 мегабайт в секунду. Минимум должен работать хотя бы, ну, 80, да, он вообще 100 должен мегабайт в секунду работать. У меня хотя бы должен 80, да? Он падает сначала 40, 50, 40, потом 19. Это вообще нормально? У меня, конечно, возмущения нет предела. Они говорят, что это нормально. Как это нормально? Поменять что-то у нас в городе Мариинский Посад, другого провайдера, нет возможности. У нас еще есть один провайдер, он еще хуже, чем этот Ростелеком. Но все было хорошо. Сколько лет было хорошо? Вот это было, вот началось это 3 дня тому назад. Все. Я не могу даже, я загружаю, например, ну, другие вкладки, да, с 2 браузеров вообще, вот такая же система, как с Яндекса, так и с Хрома. Я загружаю, например, ВК, работает медленно, нет соединения с сервером. Ну, хоть куда я зайду, да, через раз. Работает все через раз. Так же и в Рутуб, понимаете? Я, блядь, я не то что, я просто в бешенстве. Вот эта тягомотина. Я думала, это временно. Я думала, это пройдет. Ну, сутки, да, но двое. Ну, сегодня 3-е сутки. Думаю, надо прямой эфир открыть и девчонкам сказать. Привет, Ната, привет. Вот. И вы знаете, я вообще у меня слов нету, просто слов нету. И это нормально. Он прыгает, знаете, то 80, то 50, то 19. А 19 он стоит постоянно мегабит в секунду. Конечно, при таком низком трафике, как же может открыться YouTube? Они специально убавили вот этот трафик, вы понимаете? Если еще телефон у меня через эту 3 буквы загружает сейчас прямой эфир, да? Но я видео не могу загружать с телефона, с айфона. У меня iPhone 15. Я делала раньше попытки грузить. Сначала ставится 10-15 минут, а потом 30 часов, 40 часов. И не грузится вообще. Вот такая тягомотина. Если я раньше грузила с андроида, у меня же еще есть телефон на андроиде, девочки. Но я с ним не работаю. Где он у меня вообще? Куда я его потеряла? Ну, вы знаете, да? У меня есть телефон, блядь. Там маленький объем памяти. Я теперь не снимаю на него. Я работаю на айфоне. А в скором будущем я хочу купить камеру, экшн-камеру. И, конечно же, вообще все будет происходить у меня в ноутбуке. Да, да, да. Здравствуйте. Вот. Хочу купить камеру, девочки. Камера дорогая. Она 65 тысяч. Флешка только, одна флешка на нее стоит, да? Сколько там? Сейчас я вам скажу. 250 мегабайт, что ли? Или, я не помню. 124 стоит 7 тысяч. Ну, надо, короче, 2-3 флешки покупать. Итого, ну, где-то в пределах 80 тысяч надо, да? Я вот это собираюсь как бы это купить. Но не сегодня, не завтра. Вот. Хочу снимать на камеру, как нормальные люди все. На телефон. Телефон, iPhone это хорошо вести прямые эфиры, а вообще снимать хорошо на хорошую бы камеру, да? Вот.
Ну, и у меня тут камера-то тоже неплохая, но хочется вообще камеру. Я уже давно, много лет блогерством занимаюсь, и хочется камеру. И я вот надумала, планы построила. Я не знаю, когда это у меня получится, но с камеры, опять же, конвертировать видео все нужно на ноутбуке. Если я сейчас конвертирую видео на телефоне своем, на айфоне, вот, то потом уже не получится на айфоне. С камеры перекидываешь все видео, ну, я же не записываю одним видео, да, я частями записываю. Есть программы специальные, которые конвертируют это все дела. Естественно, загружаешь на ноутбук и конвертируешь. И потом оттуда выпускаешь видео. Так вот, YouTube, на YouTube дорога мне заказана. Вы понимаете? Вот такая история. Вот такая история. Вообще, просто жопа. Я думала, это все временно, это все пройдет. Нифига не проходит. Думаю, надо, ну, открыть прямой эфир. Что я могу? Я могла бы пустить шорт сказать. Но думаю, нет, я буду лучше в прямой эфир выпущу. Ну, сейчас мне просто немножко я посижу с вами, да, долго не будем сидеть, но как бы с обратной связью, чтобы вам это в шорте не скажешь все это какое-то, как сейчас в прямом эфире я вам все это изложила в развернутом виде. Вот. Такая печаль, дикая печаль, просто дикая. Да, YouTube я могу смотреть с айфона. Девочки, я никогда не смотрю с айфона, с телефона вообще YouTube. Почему? Потому что я не хочу портить глаза. Не хочу. У меня Коля сидит всегда в телефоне, да. Я его за это очень сильно ругаю. Если, например, если мы посидели, прямой эфир провели, да, с вами, ну, ненадолго, вот на час, ну, когда проводим, когда и 2,5 часа, это еще ничего, не каждый день. А если постоянно сидеть в телефоне, просто, например, смотреть фильмы, да, или слушать там блогеров смотреть, глаза испортятся, естественно. Просто я, ну, переживаю за свои глаза, конечно же, это нормально. У меня всегда ноутбук на рабочем столе. Я привыкла к ноутбуку и все такое. Ой, я не знаю, когда это все закончится, катавасия, и вернусь ли я с видео на YouTube. Ну, если я смогу, конечно, а, что-то сделать, да, я не знаю когда. Я вам не могу обещать, потому что сейчас у меня одна неизвестность. Вот. Прямые эфиры, да, буду выходить в прямые эфиры, но не каждый день, естественно. Вот. Прямые эфиры, видеошорсы буду по возможности тоже снимать, загружать с танцами. Вот. Ну и все. А что я могу? Я больше ничего не могу сделать. Все. Поэтому, кто из России, я просто предлагаю вам, я не заставляю никого, а предлагаю вам подписаться на Рутуб. Вот. Там каждый день выходит, ну не в день видео, а выходит каждый день по 2, а то и может по 3 видео выпускать. Но знаете, что с Рутубом тоже? Там тоже проблемы. Там вот это вот проверка проходит очень долго. Я написала в техподдержку, я говорю, почему так долго проверка проходит? Прошло 2 часа. Они мне говорят, это нормально. Проверка проходит у нас 24 до 24 часов. Если 24 проверка часа будет проходить, и у вас, короче говоря, блядь, как они мне надоели. Еще знаете, что хочу сказать, что в Рутубе еще плохо? Загружаешь видео, короче говоря, в разные, да, категория, а устанавливается лайфстайл. И вот раньше я на это внимание не обращала, а вчера я стала обращать на это внимание. Я стала писать техподдержку, чтобы они мне меняли категорию. Вот. Пишешь, отправляешь ссылку. Сейчас я им тоже еще... Сейчас видео выпустила, смотрю, опять лайфстайл стоит. Сейчас. И это постоянно. Это в каждом видео. Ты грузишь, ставишь категорию разная, оно хоть лайфстайл.
Ну, естественно, куда оно уходит, да, оно меньше будет продвигать YouTube. С лайфстайла вообще не продвигает YouTube видео. Понимаете, в чем дело? Сейчас я написала. Они отвечают, конечно, быстро. Ну, это же надо наблюдать за этим всем. Обычно я закидываю, да, я же не буду сидеть, смотреть, когда оно у меня модерацию пройдет. Часами сидеть. Сначала оно держится в разном. Модерацию прошло, все, оно ушло в ластайл. Все. Вот сейчас, ладно, я зашла, увидела. Сегодня загрузила видео. Все. Сейчас я написала, они мне его переставят в разное. Ну, это вообще дурдом. Это вообще дурдом. Это какие надо нервы вообще. Только и занимайся. Вот я позавчера просидела практически чуть ли не сутки, вот с этой поломкой, блядь, вот этого трафика низкого, да, с этим ютубом, не отходя вообще отсюда. Вы можете себе представить? И ничего я не смогла сделать. Это какие нужно крепкие нервы иметь. Что делается вообще? В 2 часа я проснулась от ракетной атаки, от этих шумов всех. У меня под окном вот эта сирена орала. Соблюдайте спокойствие. Нормально, да? 2 часа ночи. Чего вы орете-то? Я вот хочу сказать, зачем нам эту сирену, если ничего для этого не предпринимается, да? Куда можно людям уйти? Они предупреждают, соблюдать спокойствие. Вот так люди спят, блядь, мы спим. Вы за что орете-то? Ездите. Дайте людям спать, все равно ничего не изменится. Вот он проорался в 2 часа ночи, да? Я вскочила, вот так села и сижу. Что-то изменилось, что ли? Они мне что, покой какой-то я себе приобрела? Не орали бы тут, не ездили бы, я бы спокойно спала, продолжала бы спать хоть до 4, до 3 часов. А мне пришлось проснуться в 2 часа. Все. И покой я весь потеряла. Соблюдайте спокойствие, блядь. Нормально? Если ничего не можете, ничего помочь, лучше молчите в пизду и все. Тряпочку, блядь. Дайте людям спокойно поспать, хотя бы ночью. День беспокойный, ночью беспокойный, среди сна, блядь. Человек спит крепко, среди сна орут, блядь, ходят они тут, эту сирену устраивают. И чё? И все вот это началось. И конца и края нет. Как тут бросишь курить? Оля, бросай курить. Блядь. Как можно бросить курить? Это вообще нормально? Тут не то, чтобы бросить курить, тут уже, блядь, скоро запью, наверное, ящиками. Шутка. Куплю, короче, 5 ящиков водки, чтобы Когда же я раньше бухала, я почему так говорю сейчас вам? Короче, вот они мне ответили. Здравствуйте, для решения вопроса нам потребуется время. Пожалуйста, ожидайте, мы ответим вам как можно скорее. Ну, чтобы они исправили мне. Когда я раньше бухала, и как была в запое-то, у меня Колька, я же звонила к нему, он работал в Марпасаде. Я сама же в магазин не ходила за этим, за похмелом-то. Если у меня ничего не было дома, я звонила к нему, срывала его с работы, он приходил домой, прибегал, шел в магазин за 0,5 и приносил мне, да, чтобы я тут опохмелилась. Все. Но этого давно уже нету, 3 года уже этого не происходит. Так вот, я что хочу сказать. Колька мой работает за 30 километров, он не набегается, если мне придется сопить. Значит, надо брать оптом, товар оптом. Эту, как его, горячую жидкость взять, и все. И успокаивать нервы. Сразу поставить, короче, пару ящиков водки, тазик,
воды надо много. Воды надо много. И больше мне ничего не надо. Короче, блядь, со всех щелей меня будет полоскать. Я исхудну сразу на килограмм 20. Ну, не сразу, за пару недель. По стройнею. Здравствуйте, Лидия. Лидия. Это Лидия, это тролль, да? Лидка, привет. Лида тролль, привет. Короче говоря, что хочу сказать. Сейчас это прервали. Звонили с Министерства здравоохранения. Переносится у них прием сегодня на поздний час. Я уже не еду сегодня. У меня уже все вопросы решены в пятницу. Ну, об этом видео выйдет теперь только на Рутуб, конечно же. Оно уже вышло на Дзен Премиум. Вот. Я собиралась доехать, девочки, но меня уже пригласили кое-куда. И, короче, все вопросы решили. А лечо все в прошлом. Ну, конечно, в прошлом. Сколько лет прошло, Лида, ты чего? Сколько лет? Я помню хорошо твои отношения к Коляну. Все равно ничего не забыто, и никто не забыт. Да, это было очень давно, конечно. Были молодые, горячие. Ай, жизнь меняется, и мы меняемся, и мы взрослеем, и стареем, и, короче говоря, блядь. И уже и проблемы другие, и заботы, и вообще все другое. И мы другие. Вот я говорю, ну, конечно, знаете что? Купить-то я ничего не куплю, никакого спиртного, потому что меня, во-первых, уже жаба задавит. Да, еще учусь. Я учусь. Ты не поверишь, блядь. Не знаю, когда, но у меня еще только был первый экзамен теории 5 мая. Больше не было, который я завалила. Я не поняла, какие магазины. Я говорю, жаба задавит, я лучше куплю что-нибудь на эти деньги, да, чем пропивать. Я говорила уже, я за свою жизнь, если так почитать, очень много денег пропила. Очень. Если бы я не пила бы раньше, как... ну, а что будем называть вещи своими именами, да? И давно бы у меня были бы уже и права, и машина, и могла бы себе в Москве уже квартиру купить или там за границей, я не знаю, блядь. Если это все вот это собрать. Поэтому, девочки, уже вот 3 года, как я вообще не пью, и у меня уже, знаете, мозги-то работают, ну, не как раньше работали. И я уже такая, ну, стала такая жадная. Чтобы взять и, блядь, и пропить деньги, блядь, я лучше удавлюсь. Я лучше удавлюсь, честно. Короче, я нашла на сайте. Короче, вот у меня сумку вы видели красную? Нету звука? Как нету звука? А куда он делся? Я не знаю. Нету звука, да? Ну, значит, будем скрывать прямой эфир. Ну, что мне теперь делать? Я ничего не могу сделать. Звука нет. Есть звук. Спасибо, Лид. Короче, вы видели мою сумку красную? Видели? Я ее покупала около 9000. Мою сумку. Она из этой телячьей кожи, но она пишется в интернете. Итальянское производство в Италии. Но это неправда. Это производство Египет. Эти сумки производят в Египте. Вот. И, короче говоря, что я хочу сказать. Я
хотела купить еще вторую сумку. Залезла. По этим ценам они закончились. И они сейчас, девочки, есть. На Озоне их нету. Они есть, короче, на Вальберес. По 12 400. Ну, там разные же магазины. Я думаю, нихуя себе цену подняли, блядь. Я сегодня лазила, девчонки. Я нашла сайт. Нашла сайт, называется «Покупки». Случайно наткнулась там, лазила, короче, я нашла. И я нашла эти сумки по 5400 с чем-то. Вы поняли меня, да? Вот. А я, значит, зарегистрировалась на этом сайте, как положено, все. Добавила их в корзину и решила оформить. Знаете, что хочу сказать? Нет, я не хочу вообще никакого спиртного, даже пить не хочу. Не то, что покупать там или делать. Мне сказали, что очень вкусно делать, вот водку купить, короче, там, или самогонку нагнать, неважно, самогонка выгоднее была бы, да? Я могла бы себе позволить купить вот этот самогонный аппарат давно бы уже. Я в прошлом самогонщица, я об этом озвучивала, я знаю, как ставить брашку, я знаю, как гнать самогонку, я торговала этой самогонкой. Так что все это... Сейчас аппараты уже намного лучше, чем были самодельные. Да, у меня новый маникюр, да. Позавчера сделала. И, короче, что я хочу сказать. Не составит труда. Но я не буду этого делать. Поймите. Потому что я не хочу. Короче говоря, что я хочу сказать. Во-первых, я болею. У меня сахарный диабет. Я уже говорила, сахарный диабет. И может быть, если бы у меня не было сахарного диабета, вот что меня остановило в этой жизни? Меня остановил сахарный диабет. Сахарный диабет и спиртной – это вещи несовместимые. Они от слова совсем. Если люди думают при сахарном диабете, я уже эту тему тоже раз поднимала, говорила, да. Если люди думают, что при сахарном диабете можно немножко, грамм 50 выпить, это очень большая ошибка. Вот и все. Не будем сейчас на эту тему рассуждать, потому что это очень тягомотина, что опять повторяться. Ладно, каждый хозяин своей жизни сам. Хотите, пейте. Это ваше личное дело. Я не пью. От слова совсем. Вот. Могла бы я нагнать самогонки. Мне сегодня говорю, господи, на днях предложили, сказали, что туда можно накидать ягод. Да, будет очень вкусная наливка. Ну, наверное, конечно, будет очень вкусная наливка. Сейчас всяких ягод полно. Туда в бутылки накидать и убрать. И все. И потом вкуснятина неимоверная, блядь. Да ничего я этого не хочу, от слова совсем. Да, я лучше по киселям, по компотам. Я вон закатала банки, у меня стоят в зале. Малина с черной смородиной. Черная смородина. Мне надо еще закатать вишню. Компоты. Сейчас готовлю, девочки. Еще потом черную смородину закатаю. И все, наверное. Ну, немного так, немного. Знаете. Вот. Занимаюсь я. Вон у меня тут банки уже стерилизованные стоят. Еще раз по второму разу. Я их прогреваю. И, короче, это... Ну, они меня стерилизовали всего в посудомойке. Есть у меня чем заниматься. Да, красивый. А зачем мне нужно это спиртное? У меня, блядь, есть какие занятия, у меня есть план. Насчет сумок. Я закинула сумки. Короче, я закинула 2 сумки по 5400 с чем-то рублей. В корзину. Потом. Осечка, сынок, иди с девочками поздоровайся. Вот моя. Сейчас я. Вот моя. Вот мальчик. С девочками скажи привет, 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 скажи. Самый лучший мальчик. Красавчик, да. Это самый вкусный мальчик на свете. Я его тоже очень сильно люблю.
Вот такой холёсый, такой холёсый. А, Светлана, ну, у меня тоже такое было раньше. Нет, просто это, знаете что? Это, я, конечно, вам сочувствую. Ага. Привет, Валентина. Короче, мы с Валентиной виделись в реальной жизни. Вам рассказать? С Валентинкой. 4 дня тому назад у меня Мустанг стоит, короче, на приколе, на зарядке. Я говорю, Колян, надо, говорю, загнать его в гараж. И я взяла тряпку, стала протирать провод. Он уже с окна у нас висит провод, который мы заряжаем, короче, заряжаем самокат. Колян стал скручивать, и я протираю, стоим возле окна. И вот Валентина, девушка молодая, красивая, подошла в окно и кричит: «Оля!» Я выхожу, смотрю. Это я! А кто это я? Я ее увидела в первый раз. Я вообще не знаю, что это за лицо такое. Это я! Я говорю, кто это я? Это Валя! Выходи давай! Знаете, как в детстве, да? Вот как в детстве эти подружки-то звали. Куда вы? Я теперь, короче, вообще, в ступоре, я в шоке, короче говоря, стою, я ничего понять не могу. Я говорю, сейчас выйду. А я тут уже полуголая, взяла, короче, халат накинула, вышла. Я, говорю, твоя подписчица, да, я тебя обниму, если это Валентинка, не знаю, это или не это. Ну, ее тоже зовут Валя. Вот. Обниму туда-сюда. Мы, говорит, тебя смотрим, говорит, на Ютубе. Вчера мы с ней списались, ну, обменялись номерами телефонов, списались. Я сказала, что на Ютубе меня не показывают уже, все. На Ютубе она подписалась. И, короче говоря, она с Чехова, с города Чехов. Такие дела, девочки. Потом она стояла, болтали. Тут приехал муж на машине и говорит, я, говорит, потерял ее. Ушла в неизвестном, ушла, говорит, в неизвестном направлении, говорит, и телефон оставила. А я, говорит, пошла Олю искать. Ясно, Танечка. Я, говорит, шла, говорит, я знаю, говорит, твой дом, по видео смотрела, ну, приблизительно, говорит, поняла, где ты живешь, и пошла, говорит, тебя искать. И вот она меня нашла. Ну, очень приятная встреча была, конечно, спасибо огромное. Мне было очень приятно. Вот. Просто неожиданно и приятно. 29 июля в Сочи. Здорово. Но в Сочи я уже не хочу ехать. Почему? Я, конечно, сейчас я посмотрю. Сейчас я от сумок отошла немножко от темы. Посмотрела на Рутубе, смотрю теперь девочки Ольгу Уралочку. Они же сейчас в Евпатории отдыхают, ну, на Черном море, на побережье Черного моря. Так вот, я что хочу сказать. Если в нашу Волгу сливается, как говорят, канализация, да, да все проплачено, это все понятно. Дайте мне сказать, Вероничка. Так там вот они гуляют по этой, только там хоть, я же тоже там была, видела вот эти все отели вдоль моря. Куда эти все, вот эти магазины, туалеты на берегу, гостиницы, все побережье обставлено, да, для туристов. Все. Куда это все сливается? Естественно, все в Черное море. Он мне показал эту воду, ой, мне показал, блядь, он всем показал у Ольги Уралочки муж снимал воду. Она такая мутная, как наша Волга. Ну, наша Волга, понятное дело, почему мутная, потому что там и ловко, там сейчас не чистят у берега. Так она и сама по себе такая река, она же, ну, река, это как его, не соленое же море, да, пресная вода, она мутная. Господи, Черное море, черное. Я еще приезжала, оно было, ну, в прошлом году прозрачное, как бы, вода-то была, ну, прозрачная, она не была прозрачная, она, знаете, какой цвет имела? Прозрачное — это Красное море, оно имело цвет, как вам сказать, бирюзовый такой, мутно-бирюзовый. А это прям серое.
Вот это все, вот это, я вообще не хочу ехать на побережье Черного моря. Вообще, от слова совсем. М-м. Ну, может быть, ну, может быть. Вероничка, я ничего не могу сказать. Если там хорошее море, то хорошо. Но я говорю то, что я вот, ну, повидала, да, вот это все, что вот это вот. У вас там где гостиницы? В лесу где-то стоят, что ли? Я не знаю. Просто и вот я, есть с чем сравнить, да, вот то, что в Египте была, и вам показывала, какое там море, вот, и говорила, что там вообще не сливает канализацию, там у них есть очистные сооружения, вот. Ну, как бы, знаете что, правильно мне говорили раньше, давным-давно, несколько лет тому назад, если ты, я говорила, ну зачем мне море, у меня есть Волга. Оля, если ты поедешь на Черное море, ты никогда не захочешь плавать в Волге. Если ты поедешь на Средиземное море, ты никогда не захочешь ехать на Черное море. Если ты съездишь на Красное море, ты никогда не захочешь на Средиземное море. Все правильно. Я не помню, кто мне говорил на канале здесь на Ютубе. Вообще, я не помню, девочки. Вот. Я побывала на Красном море. И Красное море я ни с каким морем не сравню от слова совсем. Ну, как бы так. Ну, каждому свое. Это моя точка зрения. А, я считаю так, у меня деньги с неба не падают. Конечно, если человек богатый, может там от него делать, можно везде поездить. А вообще здоровье подлечить это Красное море. Да, оно для суставов хорошо, оно очень чистое. Ну и все в этом роде. Все прекрасно. В Египте это прекрасно. Все. Насчет сумок хочу сказать. Насчет сумок. Набрала я этих сумок, я 2 сумки доположила, потом я нашла еще сумку. Вот такие, как 2 сумки моих. И разные цвета, девочки. Не буду пока говорить, забегая вперед, я буду показывать видео. Если, конечно, будет возможность, я выйду на YouTube. Если не будет возможности, я все равно буду загружать все на Рутуб. Так что, если вам все это интересно, вы, кто не подписался, на Рутуб подписываемся. Ну, если не интересно, ради бога. Так вот, я еще одну сумку заказала. Это уже другого фасона. Она более объемная. Тоже женская обыкновенная сумка. Вот. Ну, у меня в планах покупать машину. И знаете, что я хочу сказать? Просто с этими, с маленькими сумками, это мне неудобно, когда я хожу там пешком, да? Вот. А в машине мне нужна другая сумка, когда я буду ездить, потому что там можно положить и разложенные документы, и все такое. Она тоже из телячьей кожи. Очень красивая отделка. Она стоит 6500. 6500, девочки. Я ей тоже закинула в корзину. Потом, за 1600 у мамы все рваные сумки. Сумки все рваные, уже порвались, все потрескались. Я решила и для кучи маме заказать сумку за 1600. Маме, а где же у меня эта сумка-то, девочки? Блять, а почему? Нет, 4 товара. А почему? А куда мне 5-й товар делся, блядь? Ладно. Короче, я что-то потеряла ее. Найду потом. За 1600, девочки, из телячьей кожи. Только не с такая же фасоном, как моя. Только она, как сказать, не такая отделка, как там это, полукрокодил там на сумке. Нет. Просто одного тона. Одного тона. Не знаю, куда-то она пропала. Она была у меня в корзине. Но я ее найду. Я ее найду попозже. Если она пропала, а почему-то мне казалось, что она в корзине, девочки. Найду и верну. Ладно. Вот. Итого, короче, у меня товар, девочки, на 27 тысяч надо купить мне. Вот эти сумки все. Все сумки надо мне купить. Вот что хотела сказать. Так вот, это дешевле. Одна сумка, я говорила, на Вальбере стоит 12-13. Это не реклама, я просто вам говорю, что как я покупаю товар себе теперь. Первой необходимости. У меня новое постельное белье, девочки, видите? Красивое.
Вчера застелили, купили. Вот. Что я хотела сказать? Красота, да. Привет, Ирин. Что я хотела сказать, блядь, насчет сумок-то? Блядь, я прям расстроилась, я ее потеряла, девочки, надо мне искать сумку-то. А как так я ее потеряла? Я ее нашла? Ну что такое-то? Я маме собралась ее покупать. Цена, да. Цена. Как вот они поднимают цену. Вот. Еще вчера лазила, нашла такой сайт. Есть такая круглая щетка. Она, знаете как? Беспроводная. На палке. Они там несколько насадок. 9 насадок, что ли, с ручкой. Мыть, значит, плитку. На каком сайте нашла? Хоть убейте, не помню. Где-то ВКонтакте. Где-то ВКонтакте. Вот. И, короче, стоимость, она китайская, стоимость ее, вообще натуральная стоимость ее стоит 360 рублей. Натуральная стоимость, да. Ее можно там было заказать, короче, через контакт. Я ее скопировала и, короче говоря, вот этот, в умную камеру добавила. Так вот, я ее нашла на Вальберес. Цена этих щеток 1200, а то и 1500 и 1600. Сколько люди переплачивают. Вы можете себе представить? Вот эти вот магазины, которые, вот эти маркеты, мини-маркеты, да, онлайн, как они хорошо делают наценки, добавляют. Одуреть не встать. Вот эта сумка, себестоимость сумки я нашла на другом сайте, вообще на другом, на котором уже этих сумок нету. Сумка стоила с 4500. 4,5. Моя сумка, которую я купила, около 9000 потратила денег на Озоне. Их все распродали на Озоне, ни одной сумки их нету. Они теперь есть на Вальберес за 13 000. Прекрасно? А за 4500 на том сайте их нету. Их вот эти оптовики закупили. Это я только вот сегодня это все узнала, девочки. И все нахуй. И перепродают. Вот такая история. Поняли, да? Ну это вообще. Это не в 2 раза переплачиваешь, а в 3 раза. А щетка вообще в 4 раза. Поэтому мне один, короче, молодой человек, который мне делал потолки, последний раз потолок делал в зале, он мне сказал, у меня, говорит, есть магазин на Озоне, продаю всякую ерунду, всякое говно. Щипчики там вот эти кухонные, да, лопатки, закупаю вообще за копейки, продаю за хорошую цену. И очень хорошо имею, говорит, я с него, ну, пол-ляма в месяц, говорит, я имею. Так что вот так. Поняли? А мы покупаем что? И нам хорошо. Да. Нам заебись, когда нас обманывают. В 10 раз нагревает нас. Я нашла сайт. Я сейчас закрыла его. Электромобили, короче, машины, девочки, нашла я. Я что только не нашла. Пока у меня не работает YouTube, я что только не нашла. Есть такой сайт китайский. Блять, куда я его делала, девочки? Я, наверное, в историю надо залазить. Я его закрыла. Искать надо. Опять сейчас вот просидим 2 часа, девочки. Но надо сворачивать удочку-то всякую. Там каких только машин нету. Ой, и маленькие, и средние, и большие. И цена у них, знаете, какая? Китайская. Китайская цена, которая у нас будет стоить, например, вот 2,5 миллиона, да, вот эти Наваи, как они, ну они же ездят как его, на бензине, а там электромобиль. Они и большие есть, и маленькие, и средние. Типа таких машин есть, всякие, только на электро. У них, короче, начинается цена от 400 тысяч от маленькой машины.
от 400 тысяч новые до миллиона. Вот такая, как Навай, большая машина, только электро, типа такой машины, стоит миллион. Миллион 100, что ли, что-то такое, девочки. Все. Вот такая история. Потеряла я этот сайт, блядь. Я удалила вкладку-то. А меня наругали с Ростелекома, что у меня много вкладок открыто, говорят. А что я поудаляла? Ну, тоже так же не работает нихуя ничего. Всякие там эти велосипеды, электроскутеры, девочки. Все, вот этот, как его, электросамокат у нас, сейчас их нет уже, в ДНС самокат. Вот у нас Марпасада, узбеки работают, да? Купили они самокат. В прошлом году я подошла, спросила, сколько он стоит у них. Такой же, как мой почти что, но немножко другой, чуть-чуть. Тоже кунг этот название, ну, с рыжими там этими полосками-то, да. Он, говорит, отдали 95 тысяч в ДНС. Так вот, этот самокат продают. Там у меня сиденье, оно всегда, а там сиденье можно убрать. Там, знаете, какой самокат у них? У них немножко по-другому колеса сделаны, но тоже очень хороший, высокий руль. Там можно стоя кататься вообще, потому что у них дети, подростки. И можно сиденье присобачить. Сиденье, оно и убирается, и ставится. На моем стое не поедешь. На том можно и стоя поехать, и сиденьем, короче, сидя. Так вот, они покупали за 95 в ДНС в Новочебоксарске. На сайте этот самокат стоит 65-70 тысяч. А вот на этом сайте он стоит 40 тысяч. 44 тысячи. Есть разница? Есть разница. Один ебет, другой дразнится. Нас обманывают, а мы обманываться рады. И я вот думаю, раз такие проблемы, блядь, у нас с бензином, а они, наверное, теперь не закончатся, от слова совсем, или будет он очень дорогой, рублей по 300 литр, а он будет. Вот. Или его вообще не будет, блядь. Ну, короче, беда бедовая. Надо брать электромобиль. Вот и все. Поставить, наверное, у нас, конечно, говорят, я спросила у одного знакомого, у нас есть эти заправочные электромобили? Он говорит, есть в Чебоксарах. Ну, я думаю, наверное, на Марпасаде сделают. Вот, и купить, короче, электромобиль. И все. И все. Экологически чисто. Ну, Китай, конечно, Китай. Ну, а что теперь делать, блядь? И недорого. Я уже присмотрела там некоторые электромобили. Надежда, да. Но, знаете, я хочу сказать насчет Надежды. Вот Надежда, бывает, она умирает, конечно же, ну, кто человек оптимист, Надежда умирает после человека. А кто пессимист, у людей Надежда умирает до смерти человека. И это плохо. Поэтому у кого, например, вот эти вот, я вкратце говорю, да, люди, которые не оптимисты, и они случаются там, я сейчас озвучу просто такой пример. У женщины ушел сын на СВО, пропал без вести. И есть некоторые женщины, эту тему я обсуждала у себя тут позавчера, ну, в реальной жизни со знакомыми. Вот. Есть женщины такие, которые получают деньги, покупают себе машины, квартиры за счет смерти своих сыновей, да, и живут дальше. Будем, ну, говорим реальные вещи, как оно есть. Вот, и живут дальше с надеждой на будущее, еще лучше будущее. А есть такие матеря, которые не могут пережить потерю своих детей, своих сыновей. И есть такие, есть их тоже немало.
которому не нужны никакие деньги. Так вот, у таких матерей надежда умирает. Вперед них. И они впадают в депрессию. Это очень страшно. Вот о чем я хотела сказать. Понимаете, да, есть такая у меня среди знакомых женщин. Это великая печаль. Хотя у нее еще есть и дети, и внуки. Но человек уходит в себя. Пока я еще до конца не ушла, но ничего хорошего. Ну, как бы так. Ой. Сколько, вот нашла, короче, есть такой сайт китайский, девочки, показывать не буду. Не буду. Не хочу, ищите сами. Каких только нету. И для инвалидов эти электроскутеры есть, и простые скутеры, и велосипеды, и машины. И что только нету на электричестве. И, соответственно, все дешевле. Оттуда они берут весь товар. А потом вставляют вот на эти маркеры и мини-маркеры и продают. Есть такие, знаете, называется электрический скутер-автомобиль. Закрытые скутеры. Есть трехколесные. Но это летний такой вариант вообще, хорошо бы. Ну, там тоже нужны права. Есть трехколесные, есть четырехколесные. Зимой, конечно, на них не поедешь. Крытые. Крытые. Очень удобные, кстати, от солнца, от дождя. И стоят они всего на наши деньги 147 тысяч. Четырехместные. Очень прекрасные. Идет в эфир? Нет, у меня эти звонки. Надо было вообще поставить на самолетик, чтобы не было звонков. Достали, блин. Алло, алло. Наверное, уже все. Уже час сидим. Сколько можно сидеть? Время 9:38. Наверное, уже все. Ничего не работает. Насчет сумок, блядь. Я написала им в личку, не придет ли брак. Короче, там, знаете что, там нужно проплачивать заранее. Вот это, меня вот это пугает, блядь. Если на ВБ мы можем заплатить потом, да, при получении товара, ой, блядь, то на этом сайте нужно заплатить заранее. И придет этот товар на СДЭК, Новочебоксарский. Вот такая история. Тишина. А вокруг тишина. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла. Сколько всего вам, какой я информации только не рассказала, да, за какой-то 1 час времени. Что только вы от меня не услышали. Все, давайте, короче, закругляться тогда, раз молчите. Поеду я сейчас на своем этом мустанге. Джон. Все. Спасибо всем. Подписываемся на Рутуб. Ну и кто хочет. И приятных всем просмотров. Всем пока. До новых встреч. Кстати, на Рутубе тоже можно открывать прямые эфиры же. Буду выходить туда. Всем пока. Бай-бай.